Как можно реально много зарабатывать на арбитраже криптовалют? Здорово, братва! Сегодня в этом видео мы разберемся, как можно обыгрывать криптобиржи и реально зарабатывать на арбитраже криптовалют. Никакой магии и курсов за 50 тысяч, только реальные инструменты, мой опыт и сайты, которым я пользуюсь. Если ты не совсем с Луны, то поймешь, как зарабатывать. Погнали! Смотрите, если вы здесь новенький, то объясняю, что такое арбитраж максимально простыми словами. Мы покупаем токен на одной бирже дешевле, переводим на другую биржу и продаем дороже. Это и называется арбитраж. На пальцах смотрите, как это работает. На одной бирже, допустим, Bybit, эфириум стоит 1500, а на Binance он стоит 1550. Мы покупаем на Bybit по 1500, переводим на Binance и продаем по 1550. Итого, с одного круга мы зарабатываем 50 баксов. Это и есть наша прибыль. Чем больше вы кругов сделаете, тем больше вы заработаете, и это все зависит от вашего желания. Депозит и ваше желание приведут вас к успеху и заработку в арбитраже криптовалют. Существует три основных вида арбитража. Внутрибиржевой – это арбитраж внутри биржи, где вы торгуете через разные торговые пары. Потом межбиржевой арбитраж, очень популярный способ арбитража. Это когда вы покупаете на одной бирже и переводите на другую, то есть межбиржевой, между биржами. И третий — это треугольный арбитраж между тремя валютами, то есть меняете, допустим, USDT на Ethereum, Ethereum на BTC, BTC на USDT, и получается треугольный арбитраж. Также еще есть P2P арбитраж, арбитраж между DEX и CEX и разные другие виды арбитража, но мы сегодня разберем вот эти вот три основные, а вообще разберем межбиржевой арбитраж. Теперь разберемся, что вам нужно для заработка на арбитраже криптовалют. Во-первых, это немножечко мозгов и немножечко капитала. Этого будет вполне достаточно, чтобы начать уже зарабатывать на арбитраже криптовалют. Второе, вам нужны аккаунты на биржах. Я использую топовые биржи, на которые, конечно же, есть ссылочка в описании нашего канала. Нажимайте еще. И здесь у нас находятся ссылочки на биржи, на которыми мы лично пользуемся. Также ссылочка на телеграм-канал, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. И ссылочка на арбитраж сканеры, мы чуть попозже к нему перейдем. Очень топовый сервис для арбитража криптовалют. Поэтому используйте топовые биржи, чтобы максимально быстро переводить криптовалюту, чтобы не было задержек и никаких казусов с банными аккаунтов. Переходите на биржу, регистрируйтесь, проходите KYC. На некоторых биржах даже KYC не надо. И начинаете торговать, кайфовать от топовых бирж, которыми мы тоже пользуемся. Вы меня спросите, а сколько нужно денег для старта? Вообще, в идеале хотя бы 300-500 баксов. Можно и меньше, но тогда прибыль будет как чаевые в столовой. Поэтому, чем больше ваш депозит, тем больше вы заработаете. Но можно начать там с 300 баксов. Можно меньше, но опять же, прибыль будет весьма несущественной. Также нам могут понадобиться Excel таблицы, где мы будем ввести наш учет, профит, то есть сколько мы сделок провели, какой был спред. Спред — это разница между ценами. То есть полностью учет по сделкам можно ввести в Excel таблице. Это будет очень удобно и отсортировано, где вы будете видеть ваш профит. Также можно использовать разных телеграм-ботов, которые будут вам помогать присылать уведомления, либо арбитражить за вас, делать автоматически все это. И разные сервисы. Про сервис, самый топовый по арбитражу криптовалют, погнали, расскажу. Лично я в арбитраже криптовалют пользуюсь арбитраж сканером. Очень удобный сервис, в котором вы можете получать сигналы, то есть вы можете настроить как вам надо и получать сигналы в ваш телеграм-канал по арбитражу криптовалют. Он сразу за вас считает сделки, вам не нужно ничего искать, он сразу за вас это все показывает, просчитывает. Смотрите, нажимаем арбитраж продукт, арбитраж сканер, выставляем настройки, которые нам надо, и спускаемся ниже и видим арбитражные возможности. Тут показывается профит, то есть который вы можете заработать, время жизни сделки, сети ввода, вывода, вот допустим в эфириум, комиссии, которые вы уплатите при выводе. Максимально все удобно в таблице. Вам ничего не нужно делать. Зашли, поставили настройки, все, сервис вам показывает сделки. Далее вы заходите на токен, покупаете на одной бирже, вот показывается, где можно купить, где можно продать и какой профит вы с этого заработаете. Супер удобный сервис, поэтому ссылочка на арбитраж сканер находится в описании нашего YouTube канала. Переходите, пробуйте, пользуйтесь. Один день можно получить абсолютно бесплатно. И давайте разберем на примере, как вот проводить сделку. Окей, вы нашли сделку благодаря арбитраж сканеру, и что вам нужно дальше делать? У нас показывается биржа покупки. Это биржа, на которой, соответственно, мы должны купить. Давайте найдем какую-нибудь сделочку. Ну вот есть на KuCoin Gate. Вот эта вот сделка на 2,69% прибыли. Окей, давайте ее пробуем провести. Мы заходим на Gate и там покупаем токен Forum 1. Почему покупаем именно здесь? Потому что здесь он стоит дешевле, чем на KuCoin. Смотрите, цена 12,57, переходя на KuCoin, цена 14, то есть несколько раз выше. И благодаря этому мы с вами и зарабатываем. Мы берем, покупаем токен на Gate, и после того, как мы его купили, переводим его на KuCoin. И на KuCoin продаем. Соответственно, чтобы провести такую операцию, вам нужны аккаунты на Gate и на KuCoin. Поэтому я говорил немножечко ранее, что вам нужно иметь аккаунты на нескольких биржах, чтобы арбитражить, потому что арбитражные возможности появляются на разных биржах. Также важно учитывать объем торгов. Видите, здесь вот сверху пишется объем торгов. Вот здесь вот 92 тысячи долларов, здесь у нас 67 тысяч долларов. Потому что если объем торгов будет очень маленький, ну допустим, объем торгов 5 тысяч долларов, да, а вы хотите провести сделку на 10 тысяч долларов, то есть у вас объем средств в 2 раза больше, чем дневной объем на токене. Вы просто очень жестко помпанете цену. Поэтому обязательно обращайте внимание на объем торгов. Также смотрите, чтобы все эти вводы и выводы были доступны. То есть вы смогли вывести из биржи и смогли задепозитить на другую биржу. То есть смотрите это тоже внимательно. Но на арбитраж сканере это уже показывается. Вот видите, тут сеть вывода доступна и сеть депозита тоже доступна эфириум. Также пишется комиссия, которую вы уплатите. Поэтому комиссию тоже учитывайте, смотря от вашей суммы, которую вы будете прокручивать. Потому что если, допустим, вы хотите с одной сделки заработать 6 долларов, а комиссию вы платите 7 долларов,
долларов, то, соответственно, вы в минус на 1 доллар уйдете. Поэтому внимательно учитывайте комиссии. И таким образом, покупая на гейт, переводя на KuCoin, мы зарабатываем разницу практически в 3%. И это только с одного круга. Таких кругов может быть несколько. Вы можете сидеть, крутить эти сделки, они каждый раз обновляются, разные токены, и зарабатывать абсолютно, ну, не знаю, нету потолка в заработке. Все зависит от вашего желания, от того, сколько вы готовы потратить времени, от того, сколько у вас объем средств. Чем больше у вас денег, тем больше вы сможете заработать. Чем больше у вас свободного времени, которое вы сможете потратить, тем больше вы сможете заработать. Теперь перейдем к важным нюансам, которые стоит учитывать. Новички никогда не обращают на это внимания и поэтому теряют прибыль. Первое — это комиссии. Всегда смотрите комиссии на бирже. Во-первых, вы платите комиссию за покупку, за продажу вы платите комиссию, за перевод токена вы платите комиссию. И это тоже важно учитывать, чтобы рассчитать верно вашу прибыль. Потому что если комиссии заберут большую часть прибыли, либо всю вашу прибыль, которую вы собираетесь со сделки заработать, то вы будете работать себе в убыток. Поэтому важно смотреть на комиссии. Второй важный нюанс — это пользоваться топовыми биржами, на которых быстрый перевод. Использовать сети, у которых быстрый перевод. Допустим, если вы будете арбитражить на биткоине, то там одна транзакция может идти по 25 минут и просто арбитражная возможность пропадет. Если вы будете арбитражить на Aptos, на Sui, там моментальные транзакции не очень быстро приходят. Соответственно, нужно выбирать те сети, в которых происходят быстро транзакции, чтобы вы могли успеть забрать этот спред, эту разницу в ценах. Третья ошибка — это выбирают биржи без ликвидности и токены без ликвидности. Обязательно выбирайте топовые биржи, на которые мы, опять же, ссылочки оставили в описании нашего YouTube канала. Именно на них мы торгуем, и на этих биржах всегда есть ликвидность. Но важно еще смотреть ликвидность на токене, потому что на самом токене может быть маленькая ликвидность. Опять же, если у него очень маленький объем торгов, а вы заходите в большую сумму, вы просто будете пампить, дампить цену, и вы ничего не заработаете с этого. Поэтому смотрите на объем торгов, чтобы объем торгов был гораздо больше, чем объем средств, которые собираетесь залить в эту сделку. Также, если вы прям новичок и никогда этим не занимались, попробуйте потестировать на маленькой сумме. Допустим, взять там 10-20 долларов, попробуйте попереводить, как это все работает, посмотрите. Если вы поняли и разобрались, как это работает, уже можете использовать более большую сумму, там 100, 200, 300, 1000 долларов, 5000 долларов. Но всегда нужно протестировать вначале на маленьких суммах, чтобы вы разобрались, как правильно переводить, потому что некоторые люди могут не знать, как переводить токены, они могут из сети эфириума депозитить в сеть Solana, и, соответственно, токены не придут, и вы потеряли ваши деньги. Поэтому всегда носите депозит из одной сети в эту же сеть. То есть, если из эфириума, то в сеть эфириум. Если из Solana, то в сеть Solana. Это тоже важно учитывать, потому что новички не знают, как правильно переводить токены. Ну и последний риск — это скам-площадки. Я нахожу очень много видео в YouTube по арбитражу криптовалют, где говорят: покупайте токен на Bybit, переводите ее там на какую-то супер крутую площадку, где там цена в 100, в 50 тысяч раз дороже. Ну, короче, это полный скам. Не ведитесь на супер доходности. Большинство таких сайтов — это полная скамина. Используйте только топовые биржи. Какие-то новые площадки, где токены гораздо стоят дороже, вероятнее всего, когда вы туда переведете свои деньги, они там и останутся. Поэтому не ведитесь на супер доходности и используйте только популярные топовые биржи, на которые есть ссылочка в описании нашего YouTube канала. Также в арбитраж сканере есть такая вкладочка «Поддерживаемые биржи». Можете зайти сюда, и тут находится список бирж, которым вы можете пользоваться, рейтинг, бонусы, которые вы получите, зарегистрировавшись по ссылке. Нажимаю вот сюда вот на вкладочку Open. Комиссии указываются, когда биржа была основана. Это все максимально удобно здесь есть, и вы можете этим всем пользоваться абсолютно бесплатно. Но теперь я вам дам советы, которые увеличат ваш заработок. Арбитраж криптовалют — это способ заработка абсолютно на любой стадии рынка. Но самую максимальную доходность арбитраж дает во время волатильности. Как у нас сейчас происходит: пошлины Трампа, рынок растет, падает в разные стороны. В такие моменты появляются большие спреды, и вы можете зарабатывать. Это отличная возможность для того, чтобы зарабатывать даже когда рынки неопределенности, либо когда коррекция, либо когда люди не понимают, что делать. Вы можете арбитражить эти возможности и забирать профит в свой карман. Следите за новостями. Когда выходят какие-то новости и будут резкие колебания цен, именно на этом вы сможете заработать хорошие деньги. Используйте сети с быстрым переводом. BEP20, Aptos, Sui, TRC, в принципе, тоже достаточно быстрая сеть. Если вы будете использовать такие сети, как, не знаю, Ethereum, она достаточно медленная. Биткоин тоже вообще супер медленная сеть. Поэтому используйте быстрые сети, чтобы не упускать арбитражные возможности. Ну и последний совет — это введите табличку в Excel. Благодаря ей вы сможете посмотреть, как вы зарабатываете, сколько зарабатываете, какие спреды, на каких токенах, и будете вести аналитику, и на этой аналитике обучаться и улучшать вашу стратегию по заработку на арбитраже криптовалют. Вот так, братва, можно спокойно зарабатывать на арбитраже. Главное не торопиться, все считать и не вестись на сумасшедшую прибыль. Если вам это видео понравилось, то влепите ему лайк, подпишитесь, у нас очень много полезного контента про арбитраж криптовалют. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, какими способами арбитража вы пользуетесь и сколько у вас получается зарабатывать. Ну а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!